Вот он моноблам. Микс сверху American Direct и внизу другого маршрута. Ну, мы посмотрим, что снега намного меньше, чем на фотографиях предыдущих. Вот, поэтому подойдем, сейчас будем смотреть. То есть, по классике мы будем спускаться по плану. Мы пришли под моноблам. Это поворот направо перед базовым лагерем. Лодж отдельный. Вот здесь недавно были наши друзья из Кыргызстана. Ходили классику. Но там как-то без веревок вроде я еще не прочел. В общем, сходили ребята. Ну и вот, собственно, гора. Но мы сейчас посмотрели вот в эту трубу. И хотим, ну, по центру попробовать пролезть. Посмотрим, что из этого получится. Потому что снега стало меньше, как на фотографиях старых. Железа скального я немного брал. Больше буров, ну, железо есть, конечно, но так, скромненько. Ну, глянем. Ну, покажу лоджию. Лоджия классная. Раковины. Так, Будда ступа я там еще не был. Вроде в Катманду. Прошу котляра, как туда попасть. Я себе тут прикупил эту штуку. Давно хотел. Вот. Так, сейчас пойдем в нашу комнатку. Вообще класс. 4500. Ребята, нормальные условия. Так, вот такой вид офигенный из окна. Сейчас поставлю таймлапс. Ну и сейчас будем перебирать снарягу. Сколько-то комолотов, но немного. Якоря, чуть-чуть закладочек. Закладочки двойные. Но посмотрим. Больше, конечно, я брал железо. Буров, короче. Больше под лед, но льда там треть маршрута, по сути, остальное скальный гребень. Ну, а сейчас будем разбираться с этим барахлом всем. Веревку в Катманду пришлось купить. Конечно, я хотел другую пятицеловую, но что было? Тут с выбором веревок так все не очень. Ну, вообще и половинку хотел, потому что я половинку привез одну. 8,5. Но тут что-то какие-то цены конские. Пришлось брать какой-то сингл. Ладно, под мультипич пойдет. Ну, собираемся. Че, смотрим. Моноблам затянуло в другой стороне. Я решил выйти в ущелье снять. Но кусочек горы видно только. Буду с утра пробовать снимать. Завтра выходим на гору. Че, удачи нам. Короче, идем в лагерь. И тут эти кеклики. Судя по размерам, это молодежь. Ну что они тут жрут? Где-то уже 5200. Мы под стену моноблама идем. Пацаны, пошли с нами. Супчику поедим. Ну вот, 5540, ну 5520, вон он наш маршрут. Прямо тик и туда. Выглядит ничего. Сейчас будем тут место под палатку делать. Мы таки лезем. В общем, рельеф, драйтулинг, корки. Это толстенькое все. Так обычно корки, всякая такая гадость. Станция. Но обычно вот как посередине какая-то гадость. Но тут вот толстый снег, попробуем по нем. Так, ну движемся. Внутренний угол. Короче, все вот в такой снежной чешуе, которая, ну, где-то прилипла к скалам, а где-то не очень. Вот нам куда-то над скальником. В общем, солнце печет только, это плохо. Я еще чехол уронил. Ну так, в этот. Короче, под скалой такая мульда.
Там не достать с кошек. И там у меня острые зубья запасные. Как раз на верхнюю часть, где лед. И ключики там, еще что-то. Ну, в общем, сейчас на тупых зубах придется лезть. 4:10 дня. Мы все шкребемся по вот этой дичи. Конечно же, к этому времени, да, все у нас нафиг раскисло. И лезть тяжело. Ну как тяжело? Все нафиг выскальзывает. Еще что там, что я чехол со вторыми зубами потерял от кошек. Блин, будет весело. Ну, в общем, рельеф вроде не крутой, но вот наклеенные на лежачие скалы, да, снежные глыбы, а иногда просто сопли. Ну, это прям бодрит, бодрит. Там Марк лезет. Короче, я тут один кусок с пологими плитами. А вот он виден. Пытался от снега до снега зацепиться. Я не знаю. Часа 2, наверное, лез. Потому что, ну, как бы, вот это вот отломится фиговина, да? И улетишь. А страховки там нет. Короче, такое лазание гималайское. Единственное безопасное место вот в этой жопе. И вот в этой. Это вот эта пещера. Будем тут спать, нахрен. И я задолбался. В общем, хата огонь. Что-то 6170, 6200, короче. Вообще, вот это я подрасчистил. Туда херня 80-градусная, так вот, пятюнь. И самое главное, вот, Марка, есть страховка нормальная. Наконец-то лед, потому что реверсой тянуть уже нет сил. Вот это пиздец. Короче, тут лед. Можно себе страховку замутить. Вот там один коврик. Тут вот я свой расстелю. Я вот да, начистил. Вот это вот все было здесь, закрыто сосульками. Разбили. Ну, разбили. Ой. И сейчас Марк придет, сделаем нормальную хату. Самое главное, безопасно, потому что на гребнях нету этого. Фу. Ну, короче, они там даже не 2 метра шириной, 1,50 м. И они такие, ни страховки, нифига нет. То есть ставить там лагерь сейчас борода. Фу. Вот. Короче, так. Зашибись. Хата и от ветрозащита. Вообще красота. Красота. Так, ну в общем, вот так мы обустроили пещеру. Рюкзаки. У нас там в углу. И в целом ничего так. Добрейшего всем утречка, модоблам 6200 с чем-то. И у нас прекрасная нора бобра, добра. Ой. Он кайфует. Марк. Такая у нас норка. А за норкой-то а за норкой-то страшненько. Если что, это вот, говорит, давай нору на обрыве, как на Ужбе делать. Я не виноват. Все, утро. Вот, лезем. Сегодня короткий день сделаем, чтоб завтра это нормально долезть. Стоя камеру. Куда туда? Погнали.
Половинка? Да. Ну 32-33. О, может быть лед. Короче, надо лед найти. Посмотрим. Поковырял. Ни хера. Иди вообще. Вот он стоит. Сука. Ну что, тогда аккуратно надо идти траве. Марк, сколько веревки? 10. Понял? О, это уже многообещающий. Чего-то. Говно. Ну чё, так полезем. Вон вертак на базовый лагерь. Ой, не на базовый, на классический маршрут Мадавлама. Вон палатки. Мы вот лезем. Он что-то завис, привез. Давай. Но завтра туда сливать сирака. И я думаю, тут и поставим палаточку. Мы чуть-чуть вчера не дошли. План был до сюда, но много технической работы. Итак, в 9 часов в пещеру зарылись. О, вдалеке опять какая-то ужба. Прикольно. Короче, сейчас будем ставить палаточку. Ну что, добрались? Вчера бы добрались бы. Вчера бы, ну что-то рельефчик не позволил нам вчера. Но... Я думаю, вот там поставим. А, все? Да, все. Пошли, вот, давай, спускайся туда. И этот. А, ну да, там уже все. Там уже негде ставить просто. Или что-то мастырить под сираком, но это такое. Давай. Вон, видел лагерь? Вверху и вон гребет кто-то. Ага.
И вон гора вдалеке, левая, на Северную Ужбу похожа опять. Очень прям похоже. Так мы ее и видели как раз же. Это же та же самая, мы так же шли. Это она, ты думаешь? Конечно. Прикольно. Только мы обошли с той стороны. Да. А где же Амфулапча? Знаменитый Амфулапча. Что сегодня какой-то такой день. Шустрый. Ну, отдохнем. Давай. Будем наблюдать за мажорами на вертолетах. Ну вот тут, я думаю, вот тут поставим и все. Потому что выше, ну, я не вижу где. Ну, скалы выглядят, что хоть полками можно обойти эту всю гадость. Это уже радует. После предыдущей ночевки в трещине, в Сираке, у нас была идея поставить именно на этом месте лагерь. Но так как была только середина дня, мы решили пролезть дальше и попробовать выровнять линию, соединить ее с кулуаром. Но, к сожалению, накопление снега буквально за полдня насыпало очень много снега на верхней части, и лавинки, которые вы немного позже увидите, они не дали нам долезть 50 метров до внутреннего угла. Пришлось немножечко приспуститься и уйти траверсом вправо, подойдя под огромный Сирак Даблам, который видно даже с базового лагеря. Когда мы обходили скалы, с верхней части горы, ну, назовем ее Лопата, большой склон, находящийся над Сираком, накопилось много снега и слетела лавинка такая, ну, не маленькая. Хорошо, что мы стояли на фирне, внизу у Марка было там пару буров под страховку, и как-то нас не сдернуло. Мы добрались до основания Сирака и нашли огромную пещеру, куда даже влезла палатка. По сравнению с предыдущей ночевкой, это был просто люкс. Вот погода не дала долезть. Жопа, блин. Вот такая жесть. Это место отмечено на карте синим крестиком. Так, ну что, сегодня у нас более комфортная ночевочка в пещере. Но мы смогли палатку тут воткнуть. У нас там страховки, все дела. И вот такие виды. Там, кстати, вон соседи тусуются на границе света и тени. Вот. Ну а мы хоть в палатке поспали бы, вчера творился какой-то адский апокалипсис. Я такого даже в зимнем коммунизме не помню. Полоскало прям ух. Так, вот с другого ракурса наша чудная хата. Вон страховка, вот нора. Паршивый лед под карнизом, прям капец. Обходим и план туда и направо. Так, это вот мы на боковой части Сирака обошли. Вот отсюда, судя по всему, на скалы вниз нам на голову вчера весь день и сыпало. Ну, дальше вот вверх и направо чуть-чуть. То какой-то кошмар. Я такой тропешки не ожидал. Вот наша тропа. Ну, короче, она вот там уже с этой соединяется. Я просто решил на 50 метров раньше спрямить, бо, ну, сами видите, это полный капец. Я упахался в такую хламину. Фу, просто жесть. Ну, короче, вон оттуда, вон Марк. И там склоны то 55, то 70, ну 55 мало. То 80 местами по ферняку вот такому, да.
Вот такого плана. Где не застрахуешься ни хрена. Мы же в стороне от перил лезли, вот сейчас только соединились. Жесть, короче. Ну что, вершина Амадаблам. Фу. Ну вот, циферки. Даже 6850 показывает. Ну, время 3:30. Поздно, конечно. Но, блин, так тяжело торопить. Короче, у нас линия нас вывела в конце на стационарные перила. Ну, 150 по протяженности перил. Вот. Я считаю, что маршрут хороший сделали. И, ну, к сожалению, на виды мы не успели. Ну, по классике, наверное, если до 12 вот этих туч нету. Вон Марк выходит. Устали, как собаки. Но давно я так не упахивался. Ух. Ой, тяпочку. Даже не знаю, что сказать. Хоть видов бы каких. Так эмоции какие-то появились. Ну, эмоции есть, конечно. Я мечтал на эту гору попасть. И вот Марк тоже сейчас придет. Ну, с прибытием на вершину Амадаблам. Флаги есть. По высоте все сходится. Мы проверили. Веревка. Короче, Марк затеял авантюру, и она удалась. Но мы, правда, фу-фу-фу. Хотелось Сейчас бы... спуститься нужно. Ну, Ты тут это. спуститься-то понятно. Видов бы поснимать. Чего мы сюда перлись? Ну, флаги понятно, флаги мы увидели. Так, только мы с вершины свалили, и сразу вид открылся. Но мы вон оттуда прилезли, вон они следы. То есть гребень вот, ну вот тут соединяется. Короче, 150 метров или 100 даже, наверное. 100, 2 веревки. А так вон, вот уже есть все пролопатили. Марк домой лезет. Ну я посмотрел, что веревки мало. Че все сюда тянуть? Ну, хотя бы на базу добрались. Да слава богу. О, ну замри. А? Замри. Так, финальное утро в нашем прекрасном доме. С видом куда-то. Пойдем собираться. Вон, снаряга висит. Опухшие, как сенегалы какие-то. Но нет, мы же альпинист. Горнолазы. Так, первая пара перчаточек. Таких. Первый лазовый день у нас был. Это второй. Вот. Наем капут. Надо донести до мусорки. О, вы, понимаете, выдали тут эти пакеты. В Непале ввели в том году правило ходить в туалет, ну, в регионе этого Эвереста, в пакеты и все с собой спускать. Но классический маршрут вон он, да? Там ровненькая площадка. А вот здесь это все делать так интересненько очень. Или на стене какой-нибудь. Мы пытались как-то откорячиться, но нам их все равно всучили, поэтому мы тут йогой занимаемся. Так, вот снять же хату надо. Ой, блин. Вот хата пристрахована. Это я раскрутил уже.
неудобно. Так, ну вот так мы от нашего домика уходим вниз по классике. Вот на перилах страховочку сделал. Так, ну вот третий лагерь Амадаблам. Все, мы на перилах. Я рад и спокоен. Мы, ну там где-то ночевали. Не видно. А прилезли. Ну вот. Так, здрасте. Местные тут бурагозят. Она, кстати, из пантамбура воровала жратву, я видел. Запомните эту рожу с клювом желтым или красным. А теперь отрезок видео достаточно продолжительный, но я специально оставил его таким, для того, чтобы вы могли посмотреть максимально большой участок линии классического маршрута. Мы спускались там, но именно по этому пути подавляющее большинство восходителей на Амадаблам идут именно здесь, и, возможно, для того, кто собирается на эту гору, может будет что-то полезное для понимания рельефа и какие перила, какие ключевые участки есть на маршруте. Особенно, конечно, порадует всех, я думаю, величественный второй лагерь, лагерь интровертов и тех, кто любит максимальное единение с природой и максимально не любит контакт с людьми, стоя в палатке на обрыве. Красиво. Опа. Ничего тут. Воров. Оставляли. Вот сейчас обратите внимание на бур, карабин и веревку. Все эти три элемента очень хорошего бренда Пецель, что очень удивило меня и порадовало, потому что обычно на горе используются более дешевые веревки, они больше сезона не живут в принципе. Но здесь ребята прям не поскупились, молодцы. Над пропастью держи. Ой, споткнулся и мяу туда. Мяу. Или сюда. Мяу.
Над пропастью. Держи. А? Other side. He climbed 30 minutes. I made second. Let's see. Falling ice. Summit. What time? Huh? Today morning. What? Today morning. Early morning. Tomorrow, yesterday. Yesterday. West face, not here route. You come to Summit Push? Yeah. Good luck. Tonight. Thank you.
Так, ну вот знаменитый лагерь, который на всех фотках. Но он сейчас в тумане, правда, не очень видно. Но это он. Мы вот оттуда пришли. Ну, собственно, второй лагерь Мадоблама с такими видами. Да, пройдемся ниже, посмотрим. Ой. Ну а вот и знаменитый лагерь отшельников, интровертов и всех, кто не любит человеческое общество, судя по всему. Ну, на самом деле, шутки шутками. Рельеф этого участка маршрута не позволяет поставить палатки на другом месте, поэтому уже ребята ставят, где есть возможность. Зато посмотрите, какой там вид. Вот так. Вон башня. Ну, там по гребню толпа. Ну, а тут мемориал Валерию Розову. Такой гребень. Тихонечко там. Видно, человек устал. Бурагозите там. Вот, молодцы, спасибо. Ё, ханы бабай. Но он не закончился еще, кажется. Лагерь один. Здрасте, пернатые. Что за манеры? Здорово. Кстати, я офигел на монобламе. Ой, сейчас. Смотрите, петель веревки. Охереть, 200-метровые. 10,1. И карабины пиццеловые, очень много новых. Вообще перила офигенные. Пацаны прям шарят, что делают. Молодцы. Мне очень понравилось. Все классно, надежно. Буду Марка ждать. Где-то тут. Там или тут. Он на плоском камушке. Спускаемся в базу. Ой, классический маршрут, конечно, красивый, веревок много. Веревки хорошие. Пецель, кстати. Но, блин, после горы утомляет сильно. Хорошие виды. Ну а вот и кони ветра. Пляшут на ветру. Ну вон она база. Но мы живем дальше чуть-чуть, в лоджии. Ну вот почти подошел. Здесь несколько базовых лагерей. Вот какой-то на отщепенстве вот там 7 вершин, что ли, судя по расцветке. И основное. И мы живем, на самом деле, вот там за холмом. Вот там дальше, 10 минут идти. Там лоджия офигенная. С шикарной едой. Горячим душем 42 градуса. И вообще там классно. Очень рекомендую. Кажется, Мадоблам, что-то какой-то там лодж. Ну, в общем, не пропустите. Ага, тропа аж вот там. Ёханый бабай, когда это кончится, а? Ну вот он, базлак. Че, идем Марка искать? Ну что, уходим в Намчи-базар. Сегодня почилили немножко. Ну что, Ама, спасибо, пока. До новых встреч. Вот еще красивая горочка. Ну а нам туда.
знаю, можно ли ее трогать или нет. Мадоблам. Лходзе. Лудзе. Так, короче, решил я зайти. И покрутить вот эту штуку. И покручиваем. О, интересненько. Короче, мы уже второй раз на вот такую высоту загребаем. Спустились, поднялись, спустились, поднялись. Мы, честно говоря, в ужасе ждем третьего раза. Потому что навигатор показывает конский набор. А мы вчера только с горы спустились. В туалет в тапочках ходить и то это задача трудная. Ну, надеюсь, что что-то как-то лояльно будет. Что? Ну, короче, фига не видно. Ну. Вот такой. Так, лес непальских троллей. Туман. И они воруют туристов. Утягивают в лес в норы. Заставляют потом таскать рюкзаки большие, тяжелые. Базовый лагерь Эвереста. Вот как сзади чувак там кряхтит идет. Где-то там. Вон. Вот так вот. Короче, ворона дразнит кур. А, что ж ты заткнулась? Смотрите, он села. И типа, вы! Быдло наземное. Суповой набор. Короче, мы в Намче базаре. Ура! Вон мы отмучились. Хочешь сделать? Хочу. Похоже. Но, наверное, не здесь. Так, ну что, мы в Намче базаре. Ну, тут вообще прям... Лухари. Парковка. Этот Hyundai, Mercedes. Это у нас Citroen. О, это здоровый, это Dodge какой-то. Привет, братан. Привет. Салам. Чем как? Привет из Кыргызстана вам. Что за движ? Что тут тусим? Носатый лес. Лес тут, смотрите. На 3500 лес. Такой, елочки красивые. Не рододендроны какие-то вот где-то. А вот красивенькая. Смотровая площадка тут у нас. Вода такая прохладненькая, но не ледяная. Прикольная, сладкая. Ништяк. Смотри, дорожку какую сделали. Спрыгнуть роуп-джампинг снизу. Что-то маловато они сделали для роуп-джампинга. Да, это Хиллари. Это мост Хиллари, блин, здорово. Давай, чувака пропустим. На мосте? Похеруем.
Нижняя часть трека. Не знаю, я не был в Таиландах всяких и Индиях. Но, наверное, это больше на что-то такое похоже. Это госпиталь. Судя по всему, немцы построили. Вон елочки повысаживали. Нет, наверное, елочки тут росли. Ну, короче, прикольно. Но влажненько так. После высоты на 2,5 воздух слишком густой. 13:20 мы в Лукле. Во сколько мы вышли, я не знаю. 9-10. 9:10 вышли. 13:20, 17 километров. Погрузим барабашку. Раз, два, три. И все. Фух. Теперь осталось выдержать завтра чертолет и этот чертомобиль. Вот. И все. Ну, по сути, хотя бы идти никуда не надо. Далеко, да? Ура! Все закончилось. Сиди и наслаждайся. Да. Вон. Мы как пес Вальды будем отдыхать. С веточками такими. Что, мы наконец-то до Пномпеня доехали. Сколько город? 6? Больше, чем 6 часов. Но все равно автобус был намного лучше, такой большой вот. Ну, средний, короче. Ну да, примерно было 6:30, наверное. Да, и слава богу. Все. Можно выдохнуть. Серьезно? Формулировка? Короче, въехали мы домой, в Томель. Томель, Тамель, как его, пельмень там, блин, райончик вот, для белых. Район для белых. То тут все бичуганы с рюкзаками трутся и... Вот.
Поэтому скоро отдохнем. В общем, доброе утро. Я сегодня вот уже второй день в Катманду. И сегодня дрых прям там, не знаю, до 11, до полдвенадцатого. Потому что от этого шума, конечно, ну или просто мне поспать хотелось. Я вчера ходил с Вовой Котляром. Вова показывал мне Катманду, самые интересные места. И я совершил стратегическую ошибку. Я не взял с собой камеру. Ну, сегодня попробую что-то поснимать. Не факт, что повторно еще вернемся в те места, где были вчера. Это самая большая ступа в Катманду, буддийская. И место, где обитает куча обезьян. И такой местный Варанаси еще, я бы так сказал. Третье место, где мы вчера были. Но вот, возможно, в третье на молитву Шивы в храм, может быть, сегодня получится попасть. На самом деле, в городе вечером пробки. Мы вчера просто встряли в пробки, поздноватенько так. И уже приехали, когда все закончилось. Вот. Ну, посмотрим, что-то сегодня попробую поснимать из возможного. О, мне надо еще купить всяких сувенирок. Ну, собственно, сейчас, наверное, наберу что-то вот таких флажков. Короче, наберем ребятам вот таких флажков. Я в свое время за ними охотился, когда не мог поехать сюда. Вот, для меня эти были прям такие сувенирчики. Я их там где-то вешал. Вот, вообще много всяких штук, но одно из основных, что надо понимать, что когда ты с европейским лицом тут ходишь, тебе заряжают ценники там X3, X5 там, ну, в общем, и вообще до бесконечности. У кого насколько наглости и хитрости хватает. И нужно как бы понимать, сколько это реально стоит, и торговаться, чего я вообще отвык делать в Азии, потому что в Азии тебе сказали цену, она нормальная, никто тебя не дурит. Ну, у нас в Центральной Азии, да, там в Кыргызстане это как-то не принято. Вот, а тут надо прям вот это попадаться за какие-то деньги. Ну, иногда на самом деле они заряжают прям пипец ценники, не стесняясь, такие перебор. Вот, но со временем начинаешь это понимать. Так, ну что, купил мешок флажков. У меня на самом деле просто нет места уже в багаже. Там 30 килограмм, но так как мы тут еще веревку купили, еще какую-то снарягу. И у меня уже объем баула просто заполнен. Я старый декатлоновский баул свой взял, который весит просто очень мало, там, не знаю, грамм 500, чтобы впихнуть всю снарягу. Поэтому, ну, в весе и в объеме особенно я, конечно, ограничен. Придется в ботинках шляться по аэропорту опять. Ну, давайте вернемся к Катманду. Так, ну это какой-то мой уже суммарно третий день здесь. Но как-то становится попроще. Я, конечно, пока еще не привык. Что меня тут пытаются задавить на каждом углу. Но хотя бы я их уже заранее вижу, куда они едут. Вот. Смотрите, движуха. Ну вот, видели, блин, ну я уже хотя бы как-то от них уклоняюсь, да, тут народ. На самом деле есть чуваки достаточно приветливые, есть вроде тут всякие элементы, ну как бы их назвать, такие не очень надежные, да, подозрительные граждане, которые что-то тебе хотят напарить постоянно. От этих надо просто не обращать на них внимания и как бы делать вид, что ты их не замечаешь. Они, конечно, какое-то время за тобой идут, но потом им надоедает, уходят. Так, ну вот улочка с всякими спортивными магазинами. Нам ее показал Вова Котляр с Настей. Кстати,
Вон Camp 8848, да, прямо. Это местный бренд, который вполне себе неплохой считается. Есть еще Sherpa бренд, там логотипчик этот у них, рисунок бесконечности, который. Вот, тут Black Yak всякие, North Face, Mountain Hardwear. На самом деле цены, я-то думал, что можно сюда приехать купить снаряги, нам под гору надо было, под Амадаблам взять там кое-какой снаряги. Но цены здесь просто, если бы я знал, я бы заранее позаботился об этом и просто заказал где-нибудь бы добыл по нормальным ценам, там веревки, карабины, поэтому, ну, ценники тут не дешевле, и еще и сложно с выбором все на самом деле. Ну, тут в North Face есть кое-что, но так не разгуляешься. Сейчас идем в кафешку, тоже Вовка, который показал, позавтракать. Приличное кафе с нормальным кофе, меняемыми ценами после треков. Особенно это очень радует, когда там чайник воды стоит, как здесь порция хорошей еды. Так. Пытаемся, чтобы нас с Марком не задавили. Вот. Но приспосабливаемся. Вот. Слева там, смотри, чувачела ломится. О. Котляр по краю дороги ходит, не боится, ему вообще по барабану. Он как тот кот по забору. А мы еще пока не привыкшие. Так, братва, стоямба. А эти все какие-то шахматы, какие-то дудки продают там. Блин, вот демоны, а. Вот эти чуваки, вот спортсмены, велосипедисты. Это мы вошли в район Тамель уже. Ну, точнее, мы, по сути, в нем и были, только с краю. Мамбалы. Я, кстати, прикупил, но прикупил в этом... маме, сестре, там, чуть-чуть себе. В Намчи-базаре, потому что мне понравилось, дядька там делает себе, ну и проанализировав цены, ну я понял, что у него там самое что-то приемлемое, потому что они заряжают тут, конечно, просто космос. Они калькулятор нашли тут как-то, видимо, и увидели, как значок доллара пишется, и работают пацаны. Так, ну чё, смотрите, кого я таки поймал. Алоха, Вовка. бродяги. На связи Котляр и Вот. Саня Мороз. Сегодня я взял камеру, в отличие от вчера. Хотя на самом деле вчера кучу классных мест Вовка мне показал. Придется еще раз идти. Да, он снимал это все на телефончик и выложит на своем канале. Котляр Клан. Adventure Clan, да. Я не знаю, кстати, как у меня Котляр этот канал называется. Ну, короче, там ключевой Котляр. Вот как у меня Мороз, так у него Котляр. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в комментариях. Если что, на что будем? Не, Вов, мы уже, надеюсь, не будем голодать, Когда но... голодать будем, я тут самов присмотрел. Братан, смотри, какой хороший. Пузико чешет, видишь, оно такое, этот... Часопузы. Часопузный камень, он, короче, лежит. Блин, у меня, кстати, вот такие были, крышкожаберные называются, мелкие, в аквариуме. Но смотри. Спать хочу. Сонный Вовка. Сонный Вовка. Если вдруг вы не знакомы с Вовой, то я могу вам сказать, что это удивительный человек. Альпинист и путешественник. Вова бывал на Эвересте, на К2, на Макалума, на Слу, закрыл программу 7 вершин
и своими путешествиями вдохновил очень многих людей, и меня в том числе. Обязательно посмотрите Вовин YouTube канал, там вы увидите много классных фильмов про Непал и путешествия. Я вышел на крышу отельчика с видом на Катманду. Я живу. Вон она, ступа с обезьянками. Ничего себе. Действительно хороший вид. Так, попробуем, чтобы меня пока тут не сбили. Вот у них храмчик такой. Причем там вон один какой-то. Я в этом деле не разбираюсь, но выглядит. Ну, как обычно, демоны что-то от тебя хотят. Ладно, я к этому уже начал привыкать. Припела. Да. Короче, Вова повел меня тут в местный Варанаси. Пашупатинатх называется Пашу- место. Пашупатинатх, да. Находится на берегу священной для местных индуистов реки Багмати. Здесь главный храм Шивы в Непале. И здесь же кремируют умерших индуистов. А по вечерам здесь проходит церемония арати. Вот мы сейчас на нее как раз и идем. Успели. Да, то есть сейчас мы прошли не самый такой позитивный кусочек этого места. Ну, дальше. Это часть как бы этой культуры. В этом нет ничего такого. Ну да. Непал занимает особое место в жизни и, наверное, сердце каждого альпиниста. Это страна огромных великих гор, самых больших гор в мире. Удивительная древняя культура Непала, такая разная и такая интересная и притягательная. Индуизм, буддизм, верования местных жителей. Это все завораживает, когда ты видишь огромные стены Гималаев. И, конечно, для нас с Марком эта поездка была особенной. Для меня это был первый такой выезд в Непал, и я очень рад, что мы прошли очень интересный, не классический маршрут, достаточно редко посещаемый, третий раз за все время. Мы посмотрели очень много разных мест, сделали большой круг, прошлись под южной стеной Лходзе, увидели великаны, гиганты, которые я мечтал увидеть с далекой юности, когда начал заниматься спортивным туризмом и альпинизмом. Спасибо, Непал, за это, и до новых встреч!